Намо Джьештхая Каништхая. So Namaha Jyesthaya. Jyestha means the one who is born as the eldest or foremost. Джьештха – это тоже тот, кто был первым рожден в форме. When you have, for example, 4 brothers, Например, когда у нас 4 брата, the oldest one is called Jyestha. старшего зовут Джьештха, And the youngest one is called Kanishta. а самый маленький – Каништа. So Jyestha is the oldest and Kanishta is the youngest. Так, Джьештха – это самый старший, а Каништа – самый младший. Джьештха. So here, by what is meant by calling Rudra as Jyestha is, Что мы подразумеваем, когда называем Рудру Джьештха? when we see somebody who is adored or who is honored first than the others, who can be, when there are many people, suppose when we find a person who will be honored first before other persons, Если в каком-то собрании мы кого-то чествуем самым первым, by his good virtues, благодаря его каким-то добродетелям, by his abilities, его возможностям, by his способностям, wisdom. мудрости. So by virtue of all these, Из-за всех этих его достоинств we generally try to offer our worship, or offer our gesture first to such person. Обычно в любом собрании всегда чествуют первым того, кто больше всего достоин, у кого больше всего достоинств. So this Jyestha refers to such person also. И его тоже называют Джьештха. So not only he is the eldest Не только by age, самого взрослого по возрасту, but by all these virtues also. но также по добродетелям. Первого по достоинствам тоже приветствуют как Джьештха. And Kanishta, as I told you, the youngest one, that is one thing. А Каништа, то, что вот я вам сказал, самый младший в семье, это одна вещь. But that also refers to a person Но также это применяется к человеку, who is exactly opposite, that he has no который good прямо противоположен qualities, только что описанному, у которого нет никаких добродетелей, никаких достоинств, whose consciousness is narrow, because he is self-centered, чье сознание narrow. очень узкое. So such person, Такого человека generally we do not adore him
and he will be the last one whom we adore. Обычно такого человека мы не очень-то замечаем, и он будет последним, кого мы будем приветствовать. So that is also meant by saying Kanishta. И этого человека мы также называем Каништа. But why Rudra is here referred to as Jyeshtha and Kanishta? What is this? А почему мы Рудру называем и тем, и другим именем, и Джьешта, и Каништа? Because we are using these words as mantras referring to Rudra. Потому что эта же мантра, она посвящена Рудре, и мы обращаемся к Рудре и называем его разными именами. In the society, when we see Когда мы в обществе видим many people, много людей, naturally, when we find somebody of high qualities and если мы находим, естественным образом, если мы видим кого-то, high abilities and all these, обладающего очень большими способностями, с большими достоинствами, then anyway we make a gesture to adore him and honor him and all this. в любом случае мы его уважаем, приветствуем, почитаем. Generally, the tendency of most of the people is Обычно тенденция у всех людей такая, что большинства людей такая, что suppose there is a person who is high in the society by virtue of his position or something. Например, вот мы видим человека, который занимает очень высокое положение в обществе. Suppose if we happen to meet the president or prime minister of the country. Если вдруг мы вот встретим там президента или премьер-министра страны, then automatically we offer our honor the person we honor. Автоматически мы будем его приветствовать, уважать. So then we can say that because he is high Потому in high что он position, занимает такое высокое положение, then you may think that, oh, I see the Lord consciousness in this person. Тогда мы можем сказать: о, да, я вижу, как в нем действительно присутствует Господь, сознание. Oh, this is not wrong, but Это не неправильно. but why immediately this also is said is Но почему в мантре сразу после этого высокого идет вот этот низкий? not only in such a person who is Потому что не только в этом higher человеке, который занимает очень высокое положение, in his ability or in his strength у or которого in his есть такие position and all this, выдающиеся способности, еще что-то такое, не только в нем присутствует Господь, сознание. but if you come across a person who is weak, who is lower in his virtues, who is lower in his abilities and all these things, a weak person, Но и также, если мы смотрим на человека, который слаб во всем, у которого слабые способности, который ничем не отличается, in whom you don't find anything specially to honor him, человек, в котором мы не можем найти вообще ничего, чтобы его как-то отличить и как-то его приветствовать, почитать. in such a person also you must be able to see the Lord consciousness. Но That is даже в why этом последнем it is человеке мы должны быть способными различить того же Господа сознания, который присутствует и в первом. if you are able to honor Если a мы person способны, like a president of the country or prime minister of the country or a big capitalist or a very rich man, all these things, you will automatically shake the hand and say, oh, you are great, and you honor him. That is not
special thing. Это не очень-то сложно, если мы способны почитать, приветствовать человека, который очень удивительный по своим способностям или общественному положению, или какой-то великий бизнесмен. Увидеть в нем почитаемого человека очень легко. Of course, you can see the Lord consciousness, you see Rudra in him, that is okay. И в нем легко увидеть Господа сознания, Рудру, But проявление божественности. if you see a person on the street who has nothing specially by any means, and if you can see Rudra in him and honor. Но если мы увидим какого-нибудь последнего прохожего, ничем не примечательного на улице, и способны будем в нем увидеть Рудру и тоже сияние божественности, Then тогда your effort to see the Lord consciousness everywhere is true. тогда и ваше усилие увидеть Господа сознания во всем будет истинным. So, in the Veda, you find true socialism. Таким образом, в Ведах мы находим настоящий социализм, истинный. In the so-called socialistic parties or socialistic, politically socialistic these things, you find only they make all slogans. Oh, this is socialism, you must be, в тех странах, которые называются себя and all these things, but социалистическими, на самом деле это только голословные заявления. Никакого социализма истинного там нет. They can write big slogans everywhere. Они могут написать красивые слоганы везде. But that is you have to show this in your life naturally. Но на самом деле, чтобы быть истинным, нужно, чтобы это проявлялось во всех аспектах жизни. The socialism, the true socialism, истинный социализм should be seen in your daily life, in your attitude. Должен быть в нашей обыденной жизни, ежедневной, и в нашем отношении к людям. Otherwise, if you unite many socialistic groups and you say it is united socialist, but it doesn't mean Иначе, much. если мы соединим много социалистических групп и скажем, что это вот объединенные социалисты, то это ни о чем. That which is not really truly standing as socialistic, that will not stay for a longer time. That will disappear. Весь этот так называемый социализм, он долго не протянется. So, we have seen how many big political parties and all these things. Мы видим столько разных политических партий с красивыми заявлениями. So this should be applied in your daily life. Но пока мы не станем все эти лозунги применять в своей ежедневной жизни. So you have many mantras in Veda. Мы не достигнем истинного социализма. Where you find real socialistic structure. А вот в Ведах и в мантрах мы находим истинно социалистические подходы. Sangachadvam samvadadvam samvo manansi janatam. That means let us walk together. А вот это мантра, которую мы произносим после обеда. Давайте вместе гулять, вместе работать, вместе разделять нашу пищу, вместе есть. Есть вот эти вот такие мантры в Ведах, которые об истинном братстве и единении. This particular mantra which I uttered now, Sangachadvam Samvadadvam, this mantra, it was very much used by the kings who were being the kings also. He were working with the people, like for example Janaka. Вот эта мантра о единении, она часто используется именно королями.
he was a king initiate Janaka. Использовались королями, ну, других времен, которые действительно пытались соединить свою судьбу со судьбой своих подчиненных. Был такой король Джанака, Who was a very virtuous king. который был очень добродетельным. And in his kingdom, И в его государстве every citizen of this kingdom has to work together with others in the field and cultivation, agriculture. Каждый житель этого государства должен был работать, обрабатывая землю. So he himself, being the emperor of the kingdom, he every day he was also working. И сам он, будучи императором этого государства, он каждый день выходил в поле и тоже работал вместе со всеми. So along with all people, the king also was working in the field. Вместе со всем своим народом этот государь выходил в поле и работал, произнося эту мантру. And living according to this mantra. Не только произнося мантру, но также и живя в согласии с заявлениями этой мантры, со словами этой мантры. And in his kingdom, в этом государстве nobody should avoid working никому не разрешалось избежать этой работы, уклониться от этой работы. Anybody who wants to skip away or avoid to work in the field of agriculture is not allowed to be in that kingdom. Каждый, кто пытался уклониться от этой работы, ему не позволялось жить в государстве, его изгоняли. That is a mark of group living. И вот это вот пример групповой жизни, жизни в группе. And you know, in that kingdom, nobody has personal property. All people can work together, all can share this. И в этом государстве все принадлежало всем вместе, ни у кого не было частной собственности. I cannot say this field belongs to me and that field belongs to him like that. Поле принадлежало всем, никто не мог сказать, что этот кусок земли принадлежит мне, а этот мне. This Janaka is the father of Sita, wife of Rama. Этот Джанака, он стал отцом Ситы, жены Рама. Actually, Janaka is the title. На самом деле Джанака это не имя собственное, это титул. For the emperors of this clan. Титул императоров этого клана. The word Janaka means father. Janaka means father. Джанака в переводе означает отец. So all the people of this kingdom, they felt fatherly affection and fatherly treatment. И все жители этого государства, они чувствовали свою сыновнюю привязанность к этому отцу. And this father of Sita, he was famous. Этот отец Ситы, он был очень-очень известным. His actual name was Siradhvaja. Его настоящее имя было Сирадхваджа. Dhvaja means flag. Дваджа означает флаг. Знамя. So on his flag there is the symbol of the plow with which we. И на его флаге был символ плуга. Плуга. То, чем землю обрабатывают. The instrument with which we plow the field. Инструмент, которым обрабатывают землю. Siradhvaja. He was the father of Sita. Он был отцом Ситы.
So you can find in the Vedas and also in the Ramayana, and there you find true socialism. И в Ведах, и в Рамаяне мы находим истинный социализм. Good students. Yes. Most of the emperors, Большинство императоров, they were called Rajarshis. их называли Раджа-риши. In Treta Yuga, you mean? Их называли Рарши. Yeah, in Treta Yuga, and also there were Rajarshis in Dwapara Yuga also. Rajarshi means Раджарши. Rajarshi means Raja, Raja means king, and also Rishi is here. Ananta Initiate. Krishna. Is it correct written? Sorry. There is one letter missing. Rajarshi. Раджа-риши. Rajarshi. Raja means king, and Rishi means initiate. Раджа – это король, а риши – это мудрец. Rajarshi means a king initiate. Раджа-риши имеется в виду инициированный в мудрость король. Инициированный в знание король. The emperors, such emperors were really highly spiritual persons because Эти короли, они действительно были очень высокодуховными людьми. they deal with the people not just only on the physical level, but they see Потому что они управляли людьми не только на уровне физическом, но и на уровне души. Заботились о людях не только на уровне физическом, но и на уровне души. The father of Rama also was a Rajarshi. He was called Dasaratha. А отца Рамы, он тоже был такой, его звали Дашаратха. The great grandfather of Rama was also very famous. Великий дед Рамы, он тоже был очень известным, очень знаменитым. His name was Raghu. Его звали Рагху. So the clan in which Rama was born was named. Род, в котором родился Рама, он назывался Рагху. It is called Raghu Vamsa. Vamsa means clan. Это называлось Рагху Вамса или род Рагху. Even though there are many greater people, but he became very famous. He was also great king. Несмотря на то, что в то время было очень много очень удивительных, знаменитых людей, Рагху, он отличался от других, был еще более удивительным, знаменитым. He performed a very great sacrifice, yajna. Он совершил великое жертвоприношение, великую ягню. And the name of that ritual was Vishwajit. В то время этот ритуал назывался Вишваджит. Vishwajit means Вишваджит означает
to conquer the whole of universe. Завоевание всей Вселенной. How is it possible to conquer the whole? You can have your kingdom, or you can conquer some other kingdoms, but how can you conquer the whole? И как же это вообще возможно? И понятно, что можно завоевать соседние там государства, соседние земли, но как можно завоевать всю Вселенную? Now also we see many nations who want to conquer all other nations to Сейчас, в наши времена, мы видим многие нации, которые пытаются завоевать там, весь мир и, в общем, другие нации подавить, завоевать. Но это завоевание, оно совсем про другое. Тот, кто хочет сделать этот ритуал, Вишваджит, он должен отдать в жертву все, что он имеет. Ты завоевываешь не с помощью войны, не с помощью убийств, но отдавая все, жертвуя. Everything what you have to, that means